Приветствую, друзья! Сегодняшний ролик будет посвящен легендарному советскому настольному широкоуниверсальному станку Универсал. Рассмотрим его эволюцию и те неизвестные варианты, которые мало кому известны по причине экспорта за границу. Токарный многофункциональный станок Универсал был разработан организацией ENIMS – экспериментальный научно-исследовательский институт металлорежущих станков, а производил его Московский станкостроительный завод «Станкоконструкция» в 60-е годы прошлого столетия. За основу был взят станок Unimat SL австрийской компании EMCO. Станок Универсал является станком класса хобби и предназначен для индивидуального бытового применения. То есть по своим конструктивным особенностям и техническим характеристикам станок не предназначен для использования на производстве. В быту станок очень хорошо подходил для обработки заготовок из металла, древесины, всех видов пластмассы методом точения. Шпиндель токарного станка Универсал – полая стальная деталь с внутренним отверстием 10 мм для обработки пруткового материала. Смонтирован на двух роликовых подшипниках в передней и задних опорах передней бабки. Шпиндель получает 10 скоростей вращения от электромотора мощностью 120 Вт через шкивный привод. 4 скорости получается перестановкой шкивных ремней между 4-ступенчатыми шкивами электродвигателя и приемным шкивом шпинделя. Остальные скорости достигаются применением дополнительного промежуточного шкива. Передний конец шпинделя станка Универсал имеет резьбу М20 для установки на шпиндель токарного или поводкового патрона. На резьбовой конец шпинделя можно также установить цанговый зажим с различными внутренними отверстиями. В сверлильном исполнении шпиндель может перемещаться вдоль своей оси на 25 мм с помощью ручки и пары, зубчатое колесо, зубчатая рейка. В токарном исполнении гильза шпинделя зажимается двумя винтами и не используется. Суппорт с установленным на нем резцом перемещается по продольным направляющим на 160 мм и по поперечным на 55 мм. На станке Универсал нельзя нарезать резьбу резцом, так как нет механической подачи суппорта. Ходовой винт не соединен с приводом и суппорт перемещается только вручную. На станке Универсал с применением дополнительных приспособлений и устройств, прилагаемых к станку, можно выполнять самые разнообразные виды механической обработки по металлу, дереву, пластмассам и другим материалам. Отличительной особенностью станка является широкая универсальность и возможность переналадки с помощью приспособлений, которые позволят выполнять следующие работы: токарную обработку и расточку отверстий, сверление отверстий, фрезерование плоскостей, выемок, канавок и так далее, шлифование и полирование, заточку различного режущего и бытового инструмента, распиливание листового материала, реек, досок с помощью круглой пилы, распиливание по контуру с помощью лобзикового устройства, навивку пружин, нарезку резьбы плашками и метчиками с ручным вращением шпинделя и другое. Станок работает от однофазной сети переменного тока напряжением 220 вольт, частотой 50 Гц. В настоящее время токарный станок Универсал снят с производства и больше не выпускается.
На смену первой модели станка с 1968 года на том же заводе начинает выпускаться усовершенствованная модель Универсал 2. Выпуск данной модели продолжилось до 1975 года. Основное преимущество станка Универсал 2 по отношению к базовой модели – это возможность нарезать резьбу и механический привод подач. В станке Универсал 2 появился новый механизм – гитара. Зубчатые колеса гитары получают вращение от шестерни шпинделя и передают его на ходовой винт. Шаг резьбы и величина подачи зависит от комбинации зубчатых колес гитары. Включением гитары управляет рукоятка включения механической продольной подачи суппорта влево-право. Выключение ее при точении и настройке на нарезании правых и левых резьб. Нарезание резьбы и механические подачи осуществляются с помощью ходового продольного винта. Цепь привода механических подач обеспечивает продольное перемещение суппорта при точении и нарезании резьбы и позволяет производить включение подачи влево или вправо и выключение ее без остановки вращения шпинделя, изменение направления перемещения суппорта при неизменном направлении вращения шпинделя, регулирование величины подачи и шага нарезаемой резьбы. Станок Универсал 3 заменил ранее выпускавшийся Универсал 2. Конструкция последнего была полностью переработана. Две круглых направляющие станины заменены одной более мощной. Полностью изменена конструкция передней бабки и так далее. Шпиндель токарного станка Универсал 3 – полая стальная деталь с внутренним отверстием 15 мм для обработки пруткового материала. Смонтирован на двух роликовых подшипниках в передней и задней опор передней бабки. Шпиндель получает 9 скоростей вращения от электромотора мощностью 370 Вт через шкивный привод. Передний конец шпинделя станка Универсал 3 имеет резьбу М27/2 для установки на шпиндель токарного или поводкового патрона. На резьбовой конец шпинделя можно также установить цанговый зажим с различными внутренними отверстиями. В отличие от станка Универсал 2, шпиндель не может перемещаться вдоль своей оси. Суппорт с установленным на нем резцом перемещается по продольным направляющим на 215 мм и по поперечным на 90 мм. Традиционная наглядная компоновка станка в сочетании с отработанной кинематической схемой позволяет уверенно обеспечить токарную обработку с классом точности N в течение длительного срока эксплуатации. Затем в 90-е годы завод начинает выпуск модернизированной модели Универсал 3М. В станке Универсал 3М инсталлировано устройство, обеспечивающее изменение направления перемещения суппорта без изменения направления вращения шпинделя и его остановки. Была увеличена мощность приводного электродвигателя, что составляло уже 550 Вт. Задняя бабка получила конус Морзе 2. Из-за увеличения габаритов станок стал и чуть тяжелее.
тяжелее и составлял 62 килограмма. В остальном особых изменений не было. Параллельно с выпуском данных легендарных станков, московский завод «Станкоконструкция» выпускал и серию малоизвестных станков, таких как Миниток СКТ-100. Они мало чем отличались от моделей универсала, за исключением добавления в них индивидуальных технических характеристик. По некоторым данным, станок Миниток был точнее. Станок Универсал-3 выпускался также и на Воткинском машиностроительном заводе, однако носил уже название Универсал-В. По габаритам и функционалу станок мало отличался от своего собрата, однако при внимательном рассмотре можно заметить отличия в расположении рукояток управления. Абсолютную копию станка Универсал-В выпускал Мичуринский завод «Прогресс» и носил название ТН-1, а затем появилась и модернизированная, большая по габаритам и весу версия ТН-1М. Не оставаться в стороне решил и Пензенский приборостроительный завод, выпустив свою копию станка под названием «Старт» ТД-180 и техника ТН-150, которые, по-видимому, предназначались для экспорта. Как вы понимаете, это далеко не все копии станка «Универсал», и учитывая это, можно с уверенностью сказать, что это был самым копируемым станком в Советском Союзе и постсоветском пространстве.